Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. Меня зовут Валентина. Сегодня мы рассмотрим достаточно популярный сейчас узор, английскую резинку, связанную крючком. Вот посмотрите, какая красивая. С двух сторон одинаковая получается. Какие красивые вещи можно связать таким узором. Я связала два образца для наглядности, чтобы посмотреть, как смотрится этот узор из разной толщины нити. Вот эта нить потоньше и крючок размером поменьше, но резинка все равно смотрится красиво. А вот этот образец связан из двух нитей мериноса. После стирки еще распушится и будет вообще шикарно смотреться. Давайте приступим к вязанию узора. Для начала мы набираем цепочку из воздушных петель. Первый ряд мы вяжем обычные столбики без накида в каждую петельку. Провязываем так до конца ряда. Следующий ряд мы уже начинаем вывязывать английскую резинку. В начале ряда мы делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся, делаем накид. Всегда в начале провязываем в первую петельку. Не вот в эту, следующую пропуская первую, думая, что если у нас здесь воздушная петля подъема, то эту можно пропустить. Нет, у вас тогда край будет весь зигзагом, то больше, то меньше. Либо может вообще уменьшаться полотно, либо увеличиваться. Поэтому всегда первую петлю мы вяжем в ту, которая идет самая первая. Вот у нас здесь цепочка из 3 частей петли. Мы делаем накид и вяжем в самую заднюю стенку петли. После того, как вы провязали первый ряд столбиками без накида, у вас вот такой тройной цепочки не будет. У вас будет вот такая обычная двойная. Поэтому вы просто провязываете за заднюю стенку петли весь ряд. Накид. За заднюю стенку петли. Накид. За заднюю стенку петли. Накид. Вот, обычно мы привыкли вязать вот так, за обе стеночки. Но здесь нужно провязать за заднюю. За счет этого у нас получается вот эта лицевая косичка. А такая тройная петелька лицевая у нас получается за счет того, что мы делаем накид. Если мы развернемся, мы увидим, что вот она уже. Тройная. 1, 2, 3. Вот эта самая нижняя часть получается за счет накида. Делаем накид, провязываем за заднюю стенку петли. И так мы вяжем до конца ряда. Мы дошли до конца ряда. У нас осталась одна петелька. Вот эта петля, которая была у нас петлей подъема. Мы ее провязываем. Также делаем накид, но провязываем не за заднюю стеночку петли, как мы вязали весь ряд, а за обе стеночки. Для того, чтобы у вас был крепкий край и ровный. И провязываем точно так же. Вот. Край равномерный и крепкий. А дальше провязываем все так же.
Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание, делаем накид, снова в первую, самую первую петельку, за заднюю стеночку петли. Накид, за заднюю стеночку петли. И так мы вяжем полностью наше полотно, всю вещь, которую вы задумались связать. Вот так достаточно легко и просто можно связать красивую вещь. Узор достаточно простой, но если что-то непонятно, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях. Обязательно отвечу. И если он вам понравился, то, конечно же, не пожалейте лайк. Спасибо за просмотр.